Всем привет! Сегодня мы поговорим о результатах выборов в Новой Зеландии и чем это грозит стране в будущем. Итак, нас ждет еще 3 года социалистического популизма, ибо на последних выборах победили маркетологи и пиарщики, помогающие текущей правящей Labour Party. С одной стороны, я горд за качественную работу коллег, с другой... Кстати, опросы в русскоязычных группах в Новой Зеландии показывали, что большинство наших от социализма явно устали и голосовали за National и ACT. Тем не менее, остальная часть страны решила иначе. Далее я приведу цифры, но сразу оговорюсь, что это предварительные результаты. Сейчас проходит их обязательная проверка и пересчет. Также собираются голоса тех, кто по уважительным причинам не смог проголосовать в указанные сроки. Официально и окончательно все будет объявлено в начале ноября, но каких-то значительных изменений ждать не приходится. Почти 3 миллиона жителей с явкой 82% сделали свой выбор. А результаты по референдумам, к слову, станут известны 30 октября. Labour Party. 49% и 64 места в парламенте против 37% и 46 мест в 2017 году. National Party 27% и 35 мест против 44% и 56 мест. ACT New Zealand 8% и 10 мест в парламенте против 0,5% и 1 места в прошлых выборах. Green Party 8% и 10 мест в парламенте против 6% и 8 мест. Maori Party 1% и 1 место в парламенте по отдельной категории. Аналогично с прошлым годом, также с 1%. Остальные партии набрали менее 3% голосов и не будут представлены в правительстве. Из результата видно, что у текущей правящей партии теперь будет самостоятельное большинство в парламенте без помощи других сторон. Чтобы как-то проанализировать, что нас может ждать в будущем, давайте сначала посмотрим на предыдущие 3 года правления Labour Party. Напомню, что в прошлом году они не были представлены абсолютным большинством, так что получили поддержку их союзников из Green Party, а также попросту сторговались с нацистами из And the First, предложив им министерские посты и роль вице-премьера, дабы получить их в своем лагере тоже. Итак, что же обещали Labours на прошлых выборах и как у них это получилось? Жилье. Очень много политического пиара строилось на том, что за время правления National сильно ухудшилась ситуация с доступностью жилья в Новой Зеландии, и Labours обещали это естественно исправить. Например, за 10 лет построить 100 тысяч доступных домов по программе Kiwi Build. Согласно планам, сейчас уже должно быть построено около 16 тысяч домов, а по факту готово, внимание, около 600 домов, 0,5% от общего числа. К слову, доступное жилье тут должно стоять в кавычках, ибо цена за окраину Окленда в 650 тысяч не так уж далека от рыночной. К слову, аренда жилья, как и стоимость его покупки, также выросла за последние 3 года, причем динамика цен и роста цен выше, чем когда-то была у Nationals. Для решения вопроса пробок Окленда к 2021 году была обещана новая легкая железная дорога, но пока там конь не валялся, нет никаких даже зачаточных движений. При этом топливный налог в Окленде таки был повышен, хотя и не совсем ясно теперь для чего. Для увеличения количества местных студентов в университетах был введен первый год бесплатного обучения. И это несмотря на и без того доступное для местных образование и беспроцентное кредитование. Правда, оказалось, что это не помогло, и университеты наблюдали значительный спад в новых абитуриентах. Много внимания уделялось проблемам детской и семейной бедности. Правда, несмотря на повышение дотаций всем, кому не лень, по статистике ситуация только ухудшилась. Также обещали покончить с бездомностью. А в итоге лист ожидания на получение домов вырос на 331%. Чтобы приласкать уши доверчивых любителей природы, было обещано проспонсировать посадку 1 миллиарда деревьев в течение 10 лет. Крутая цифра, да? Ну, был выжат максимум и посажено уже 3,7 деревьев от запланированного. Кроме того, обещали программу по полному искоренению выхлопных газов к 2050 году, но в итоге пока получился только рост на 17%. И еще громко заявляли о полном переведении страны на возобновляемые источники энергии к 30 году, а оказалось, что пока только способны на падение по этому показателю на 1,2%. И, наконец, ведомые нацистами из коалиции, они обещали сократить эмиграцию на 20-30 тысяч человек ежегодно.
по факту число приезжающих увеличилось, и они просто заморозили процессы для многих людей. В итоге люди ожидают решения по ПМЖ по 1,5-2 года. Очередь копится, реструктуризация Immigration New Zealand оказалась кромешным провалом. Новая Зеландия потеряла огромное количество заинтересованных студентов и специалистов в борьбе с конкурентами Австралии и Канадой. А работодатели воют от недостатка квалифицированных людей. Сразу после этих выборов буквально только что объявили, что подача на профэмиграцию и родительскую категорию будут по-прежнему на паузе еще на полгода. Зато увеличиваем квоту на беженцев, на каждого из которых страна тратит около 85 тысяч новозеландских долларов в год. Вот. Беженцы это модно, это поможет потом в трудоустройстве премьера в ООН, а профэмиграция это фу. Полезные ссылочки для собственного изучения, как всегда, привожу в описании. Вообще, весь госаппарат сейчас, похоже, состоит из профессиональных составителей отчетов и презентаций в PowerPoint. Но что-то же хорошее сделали в правительстве, раз за них проголосовали почти половина жителей страны. Давайте покопаем. Джонни, пошли делать презентации! В первую очередь на руку правительству сыграл COVID. Ввиду географического расположения Новая Зеландия относительно легко оказалась неким островком безопасности вдали от проблем большого мира. Наши власти тут же ввели карантины, запретили всем выходить из домов, остановили многие бизнесы, а границы закрыты и по сей день. Все ради безопасности. При этом правительство финансово поддерживало народ. Бизнесы получили дотации на поддержку сотрудников. Правда, с компенсацией меньше минималки. Но все равно это оказалось одним из самых больших по объему пакетов по поддержке населения в мире. Для поддержки семей обязательный декретный отпуск увеличили с 18 до 26 недель. Доходы семей увеличились на целых $75 в неделю в виде дотаций. Правда, не для всех семей, ибо если вы зарабатываете по-человечески, то толком ничего и не получите. Ввели обязательное требование по утеплению арендного жилья. Правда, это спровоцировало сокращение вариантов и рост цен, а запрет на покупку недвижимости иностранцам с этим тоже как-то не помог. В общем, на весь этот счет есть целая страница на сайте Labour Party с хвалебными достижениями в лучших традициях правительства, наливающее водяную воду на воду океана, омывающего Новую Зеландию, растянутое построчно то, что могло войти на одну страничку. Можете посмотреть по ссылке в описании. Прошу прощения у вас, дорогие зрители, за, возможно, не самый объективный обзор. Но это мой личный канал и мое мнение, коим я с вами и делюсь. А как думать, вы уже решаете сами. На деле, на мой личный взгляд, наибольшую популярность партия получила не за ее дела, а за пиар ее главы и нашего премьер-министра Джасинды Ардерн, выпускника одного из самых скромных университетов страны с дипломом бакалавра в коммуникациях, политике и пиаре, а также главе партии Труда, которая никогда в жизни не работала нигде, кроме политики. Ее главный козырь – это популизм. Обещай больше, обещай красивее. Что бы ни происходило, ее команда выворачивает любую ситуацию в пользу. Начиная с того факта, что она молодая, сильная, независимая женщина, что сейчас особенно в тренде в мире. Многие ее любят исключительно по этому факту, без каких-то реальных аргументов по сути ее профессии. По мне так это странно, ибо мы же вроде говорим про равноправие, так что какая разница, какого она пола. Слабо себе представляю, что такая поддержка была бы у молодого белого мужчины в политике. Сразу после прошлых выборов в семье Джасинды появился ребенок, и она, естественно, поспешила воспользоваться этим фактом, появляясь с ним на заседаниях в ООН, собирала все мимимишки. Действительно, как молодой родитель, я легко себе представляю, что есть такие моменты, когда ты никак не можешь отпустить ребенка из рук и передать другому родителю на время важного совещания. Затем был теракт в Крайстчерче, после которого по-хорошему должно быть много-много вопросов в голове правительства и ее спецслужбам, которые данное мероприятие профукали, хотя террорист успел перед ним отметиться в интернете со своими идеями. Но вместо признания вины премьер, надев платочек, стала сочувствовать и обниматься. И все газеты, к слову, проправительственные, разорвала фотографиями и заголовками о том, что надо бы ей дать прям Нобелевскую премию. Я сидел и недоумевал, ведь абсолютно любой глава государства обязан был бы делать то же самое. Потом был карантин, в котором Джасинда спасла страну. И много всего по мелочи в течение ее срока, вроде отсутствия мест для нее в ресторане и прямые трансляции из дома в пижамке. Я снимаю шляпу перед профессионализмом пиар-машины, это сработало. Люди сглотнули и не заметили всех провалов по ключевым обещаниям. Но к управлению страной грамотный бренд-менеджмент имеет мало отношения. А горит у меня ниже поясницы очень ясно, потому что я действительно люблю эту страну и место, где живу. Я люблю Таурангу и не хочу в Брисбен. Потому мне не все равно.
Ладно, давайте попробуем убрать эмоции и посмотреть, на чем же строилась предвыборная программа Labours в этом году. Естественно, учитывая прошлые выдающиеся результаты, все обещания будем делить на 800, дабы прийти к чему-то реалистичному. Блин, эмоции убрать уже не получилось, да? Но продолжим как смогу. Среди основных пунктов можно отметить поддержку деньгами для людей и бизнесов во время пандемии, при этом сохранение жесткости контроля распространения вируса. Снова обещают 100% возобновляемой энергетики к 30 году. Выполнять это все равно не обязательно, ибо это для верующих. Снова обещают помочь с жильем, но теперь путем утепления и улучшения имеющегося фонда. Хотят начать раздавать немного деньжат за то, чтобы бизнесы брали на работу безработных, что провалится однозначно, на мой взгляд, ибо бизнесы мотивируются не так, конечно же. Обложат повышенными налогами тех, кто зарабатывает от 180 тысяч в год и более, поднимут им ставку до 39%. Еще больше добра для медицины, хотя что-то мои знакомые доктора от них были не очень-то в восторге. Бесплатные обеды для школьников. Берут первый бесплатный год в университетах, ибо это не сработало, но больше будут пропагандировать бесплатные практические рабочие программы. В эмиграции хотят добиться большей справедливости, изменить структуру и привлекать больше нужных стране специалистов, упростить визы для родителей, упростить привлечение сезонных рабочих, избавиться от эксплуатации иностранцев. Бедненькие думают о нас денно и ночно, конечно. Ссылка на лапшу с сайта партии в описании. В общем и целом, политика нового старого правительства будет направлена на сокращение разницы между бедными и богатыми, а также за все хорошее и против всего плохого. Как говорят классики, они подняли экономику, мы стали более лучше одеваться. И не было того, что сейчас. Это очень большие достижения. В общем, господа, заживем. Вот теперь заживем. Я, как и прежде, буду держать вас в курсе по мере поступления важных новостей. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.